Привет, поклонники BTS по всему миру. Мировая музыкальная индустрия потрясена тревожным открытием. Ким Тэхён, известный миру как V из BTS, выразил глубокую обеспокоенность за безопасность Чингука, что вызвало множество спекуляций о роли HYBE в будущем группы. Правда ли, что младший участник, которого когда-то называли «золотым Макне» и лицом новой эры BTS, отодвигается на второй план? И если да, то почему именно сейчас, когда BTS по-прежнему остаются одной из самых влиятельных культурных сил в мире? Шок начался, когда Чингук внезапно вернулся в Корею, несмотря на свой плотный график в США. Его внезапный отъезд не только сбил с толку, но и глубоко обеспокоил ARMY, которые задавались вопросом, что могло заставить его отказаться от международного мероприятия, запланированного за несколько месяцев. Инсайдеры индустрии сразу же связали этот неожиданный шаг с внутренней напряженностью в HYBE, что вызвало насущные вопросы. Испытывает ли Чингук давление изнутри? И подтверждают ли загадочные слова Тэхёна эти подозрения? Время для этого было выбрано самое спорное. Имя BTS все еще ассоциировалось с мировым успехом. Однако слухи о расставании становились все громче. Последнее заявление Тэхёна, намекающее на уязвимость Чингука, лишь подлило масло в огонь домыслов. Фанаты теперь гадают, не замышляет ли HYBE, компания, которая превратила BTS в мировой феномен, избавиться от Чингука. Эта возможность разозлила, напугала ARMY и потребовала ответов. Что же именно раскрыл Тэхён, чтобы встряхнуть фандом? По словам близких к нему людей, Тэхён говорил нехарактерно откровенно, описывая состояние Чингука как нестабильное и намекая на внешние факторы, повлиявшие на его решение. Он не упоминал HYBE напрямую, но его слова не оставили фанатам никаких сомнений. Этого было достаточно, чтобы подогреть слухи о том, что компания может оказывать скрытое давление, уводя Чингука с его пути. Это открытие также пересекается с другим не менее удивительным сюжетом – слухами о планах HYBE реструктурировать будущее BTS. Наблюдатели в индустрии отмечают, что глобальная популярность Чингука, особенно на западных рынках, дает ему беспрецедентное влияние. Однако, по иронии судьбы, эта популярность может привести к внутренним разногласиям. Считает ли HYBE Чингука слишком независимым, слишком сильным или даже слишком неконтролируемым? И если да, то, возможно, они готовятся переключить внимание на другого участника или полностью на новый проект? Этот вопрос становится еще более актуальным, учитывая карьерный путь Чингука. За последние 2 года он превратился из просто самого молодого участника BTS в сольного исполнителя с неоспоримым влиянием. Его сотрудничество с зарубежными артистами, его доминирование на стриминговых платформах и его способность попадать в заголовки газет по всему миру сделали его звездой, которая появляется раз в жизни. Однако его внезапный уход из США говорит о том, что что-то или кто-то ему мешает. Связано ли это препятствие с личным здоровьем или с чем-то более преднамеренным? Поклонники указывают на молчание вокруг этого вопроса как на доказательство скрытой правды. Обычно серьезные изменения в расписании, связанные с BTS, сопровождаются официальным заявлением, но на этот раз отсутствие информации лишь усиливает подозрения. ARMY начинают собирать воедино фрагменты истории, внезапная отмена, слухи о внутреннем конфликте, а теперь и неожиданные опасения Тэхёна. Все это складывается в историю, слишком тревожную, чтобы ее игнорировать, в которой будущее Чингука в BTS ставится под сомнение, а намерения HYBE под пристальным вниманием. Для ARMY это откровение стало огромным эмоциональным ударом. Фандом всегда считал Чингука одновременно младшим братом и главной опорой BTS. Мысль о том, что он может быть вытеснен или даже подвергнут опасности той самой системой, которая должна была его поддерживать, была невыносимой. В социальных сетях вспыхнуло возмущение, фанаты требовали прозрачности и ответственности. Вопросы продолжали поступать. Почему Чингук так внезапно вернулся в Корею? Что именно имел в виду Тэхён, когда сказал, что Чингук в опасности? И, что самое главное, какова роль HYBE в этом развитии? Эта полемика также поднимает более общие вопросы о самой природе кей-поп-индустрии. BTS когда-то представлялись группой,
которая преодолела все препятствия, прорвавшись сквозь системные барьеры и добившись мирового господства. Но если даже BTS уязвимы для корпоративных интриг, что это означает для отношения индустрии к артистам? Ситуация с Чингуком может стать горьким напоминанием о том, что ни один артист, каким бы влиятельным он ни был, не застрахован от давления управленческих решений и бизнес-расчетов. Наблюдатели отмечают, что недавняя бизнес-стратегия HYBE, похоже, все больше фокусируется на диверсификации, смещаясь на новые группы и другие проекты. Может ли отстранение Чингука быть частью этой стратегии? Способом перенаправить ресурсы и контролировать ситуацию? Хотя прямых доказательств нет, время этого инцидента вызывает подозрения. Поэтому решение Тэхёна высказаться кажется не просто случайным комментарием, а преднамеренным предупреждением. Подает ли он ARMY сигнал о том, что статус Чингука в BTS под угрозой? Последствия серьезны. Если Чингука действительно отстраняют, стабильность BTS как группы может оказаться под угрозой. Фанаты давно восхищаются единством участников, но раскол в этом единстве безвозвратно изменит динамику группы. Доверие ARMY также под угрозой. Годами фандом считал BTS семьей, связанной верностью и общим видением. Возможность того, что корпоративное влияние может разрушить эту связь, разрушительна. Откровение Тэхёна не стало неожиданностью. В последние несколько месяцев едва заметные признаки напряжения стали нарастать. Некоторым выступлениям не хватало фирменной энергии Чингука, а его отсутствие в рекламных кампаниях вызывало вопросы. В то же время тщательно продуманные сообщения HYBE избегали прямого упоминания этих несоответствий. В результате увеличился разрыв между тем, что увидели фанаты, и тем, что им сказали, разрыв, который Тэхён, возможно, пытался преодолеть, высказав свое мнение. Однако остается один вопрос: почему именно сейчас? Почему HYBE были готовы навлечь на себя гнев ARMY, якобы исключив своего самого популярного участника в столь критический момент? Аналитики предполагают, что компания, возможно, пытается установить контроль, прежде чем влияние Чингука выйдет за рамки ее возможностей. Его успех в сольных проектах может быть воспринят как угроза способности компании управлять его карьерой, из-за чего он будет выглядеть менее склонным к сотрудничеству в глазах руководства. Если это так, то авантюра HYBE рискована, гнев ARMY может обернуться против них неожиданными для них последствиями. Тем временем ARMY сохраняют осторожность. Онлайн-сообщество полно теорий, споров и выражений солидарности с Чингуком. Поклонники твердо намерены не допустить несправедливого обращения с Чингуком, и многие из них обещают привлечь HYBE к ответственности, если слухи окажутся правдой. Для них эта проблема выходит за рамки музыки. Речь идет о справедливости, преданности и защите артиста, который отдал все свое творчество и своих поклонников. Откровения Тэхёна вызвали бурю, которая, кажется, не утихает. Каждый день приносит новые домыслы, новую информацию и новые волны гнева. В центре всего этого Чингук, молчаливый, но за которым с пристальным вниманием наблюдают миллионы. Действительно ли он в опасности? HYBE за кулисами работают над восстановлением BTS без него? Или есть другое объяснение, скрытое за слоями секретности? Мир ждет ответов. Но одно несомненно, доверие между BTS, HYBE и ARMY подорвано до основания. Самой возможности того, что Чингука могут оттеснить, маргинализировать или иным образом поставить под угрозу, достаточно, чтобы превратить страсть фандома в ярость. Слова Тэхёна не оставили никого, заставив мир столкнуться с немыслимым. Будущее BTS может вступить в самую неопределенную главу в их истории. Однако заявление о том, что HYBE намеренно удалили Чингука или что Тэхён публично заявил, что он в опасности, остаются без проверяемых доказательств. То, что распространялось в социальных сетях, было в основном результатом домыслов, эмоциональных интерпретаций и преувеличений отдельных событий. Внезапное возвращение Чингука в Корею, хоть и необычно, не является автоматическим подтверждением какого-либо скрытого конфликта интересов или корпоративной стратегии по его исключению из BTS.
Без прямого подтверждения из достоверных источников подобные выводы рискуют ввести общественность в заблуждение и усилить ненужную панику среди фанатов. Индустрия развлечений не чужда слухам, особенно когда речь идет о таких мировых иконах, как BTS. Каждое их действие, отсутствие или заявление анализируют миллионы людей, и даже незначительные отклонения от ожидаемого графика могут спровоцировать волну домыслов. В данном случае внезапная смена курса Чингука совпала с уже существующим нарративом внутреннего напряжения, что позволило фанатам и наблюдателям связать все точки воедино. Однако корреляция не равна причинно-следственной связи, и без конкретных доказательств предположение о том, что HYBE организует падение Чингука, остается бездоказательным. Также важно признать роль эмоций фандома в усилении подобных нарративов. Преданность ARMY Чингуку безмерна, и их инстинкт защищать его от предполагаемой опасности реален. Однако та же эмоциональная интенсивность может сделать слухи более правдоподобными, чем они есть на самом деле. Слова Тэхёна, интерпретированные как предупреждение, могли быть вырваны из контекста или преувеличены. Без полной расшифровки, записи или проверяемых источников приписывать ему столь шокирующее заявление является спекулятивным. Более того, история показывает, что BTS неизменно справлялись с внутренними и внешними трудностями с поразительным единством. Группа столкнулась с личными трудностями, препятствиями в индустрии и беспрецедентным вниманием общественности. Тем не менее, их сплоченность осталась неизменной. Предположить, что HYBE добровольно рискнет стабильностью своего самого ценного глобального актива, намеренно уволив Чингука, означает игнорировать его финансовую и культурную значимость как для компании, так и для группы в целом. С точки зрения бизнеса, отчуждение одного из самых популярных участников было бы контрпродуктивным и нелогичным. Нарратив о том, что Чингук в опасности, служит мощным эмоциональным триггером, но также рискует отвлечь внимание от реальности современного мира развлечений. Изменения в расписании, творческие решения и управленческие стратегии сложны и зависят от множества факторов, невидимых широкой публике. Упрощение этой сложности до истории о предательстве затрудняет понимание и рискует исказить общественное восприятие.